Друзья, всем привет из Сербии. Что мы можем посоветовать тем, кто собирается в Сербию? Смотрите, кино какое-то снимает на улицах. Не знаю, как выглядит Эмир Кустурица, но будем предполагать, что это он. Выбрали по карте короткий путь. В итоге идем какими-то чепежами. Тоже чем-то мне напоминает то, что у нас было лет 10-15 назад. А еще у сербов есть одна такая замечательная вещь, как Мирак. Смотрите, какие необычные часы на доме. Ну а мы только что приехали в городок, который называется Новый Сад. Оказывается, если вы что-то покупаете в стеклянной бутылке меньше полулитра, вам надо сдавать бутылку. Друзья, всем привет! С вами Андрей Мазульницын, и вы на канале нашей семьи. Наше небольшое путешествие по Балканам продолжается. Мы уже отдохнули в Боснии и Герцеговине, в аэропорту, который прямо сейчас находимся. И буквально через 15 минут уже вылетаем в Сербию, где проведем еще 5 дней. Ну, по Сербии прогуляемся по столице, возможно, прокатимся по стране, еще не знаем. В общем, мы полетели. Ну, а вы ставьте лайки, если вам понравится это видео. Не забывайте подписываться на канал. А еще лучше прямо сейчас подпишитесь. Мы прилетели в Белград, заселились в отель. В аэропорту, когда выходите, если вы хотите, допустим, добраться до отеля на такси, то вы должны взять предварительно купон, он там прям внутри аэропорта выдается. Там заранее уже прописана стоимость до вашего отеля, но на определенные зоны город разбит. До нашего отеля, он в самом центре находится, стоило 1800 динар. Этот купон отдаете таксисту. То есть там цена фиксирована, вас никто уже не обманет, едете за фиксированную стоимость. Очень удобно для туристов. Ехать где-то минут 15. Ну и вот стоимость, как я сказал, 1800 динар. Саша увидал собачку. Саша, он дядя наматывает, не подходи. Kada prođe noć, ja vratit ću se tebi, samo mirno spavaj, ja mijenjao te ne bi. А еще Сербия — это страна кофеманов. Кофе здесь просто обожают. Мимо любой кафешки мы бы не прошли, вот как сейчас идем сзади. Все будут пить кофе без исключения, практически все. А что еще любят сербы, так это курить. Вот мы только что вернулись из Боснии, там очень много народу курило. Здесь такая же история, дымят без перерыва во всех кафешках, внутри, в поездах, насколько я слыхал. Люди не успевают выкурить одну сигарету и сразу же достают вторую и прикуривают. Ну вот такая вот здоровая у них нация. Кофе и сигареты. Друзья, мы хотим устроить небольшой конкурс и разыграть 5000 рублей. Условия конкурса очень простые. Первое, вам надо подписаться на наш канал, если еще не подписаны. Второе, поставить лайк. И третье, написать любой комментарий. Ну, например, понравилось вам наше видео или не понравилось, что бы еще хотели посмотреть. Ну или просто ваше мнение о Сербии. И ровно через месяц после публикации видео мы случайным образом выберем победителя и опубликуем в комментариях под этим видео. А еще у сербов есть одна такая замечательная вещь, как Мирак. Вроде Мирак, а может Мерак, я не уверен, как правильно ставится ударение. Это такая сербская философия. Суть ее заключается в том, что все в жизни должно быть по кайфу. От всего надо получать удовольствие, делать на расслабоне. Как бы чем бы вы ни занимались, всегда должно найтись время на Мирак. Как некоторые сербы говорят, жизнь не для того, чтобы вкалывать всю жизнь прожить. В течение жизни надо отдыхать и получать удовольствие. Вот такая у них замечательная жизненная позиция. Как у меня. И как у тебя. Точнее, так, как бы ты хотела, чтобы у тебя было. Да. Но мы наконец-то сели в ресторан. Что мы заказали в Сербии? Салат «Цезарь», такую палетту из сыра, макароны с лососем. Еще лосось сам. Ну, это обычное, можно сказать, блюдо. А вот национальное сербское блюдо. Вот такая вот плоская котлета большая. Называется плесковица. Да, плесковица делается на гриле. Вот этот весь стол, все, что мы заказали, не считая напитков, обошелся нам примерно в 3000 сербских динар. Можно сказать, так-то очень и очень дешево. Плесковицы и остальные блюда очень вкусные. Хотя я, конечно, допускаю, что они такие вкусные по той причине, что мы не ели просто до этого уже 10 часов.
Кстати, вот эти 3000 динар, что мы отдали за вот этот вот ужин, это еще надо учитывать, что мы находимся в самом-самом центре Белграда. Если отъехать лево-вправо, то цены будут намного ниже. Если не гулять по центру, то дворики будут выглядеть примерно вот так вот. Разруха какая-то, стройка. Ну, довольно-таки спокойно, очень-очень мало народу, и это суббота. И вот такие вот маленькие кафешки есть уже на окраинах Белграда. Ну, не то чтобы окраинах, но не в центре. Улочки уже вот такие вот пустые. Народу почти нет. Тишина и спокойствие. Решили мы прогуляться по набережной. Выбрали по карте короткий путь. В итоге идем какими-то чепежами. Какие-то железнодорожные пути, эстакады. Какой-то гетовский район тут сзади. Бомжи валяются. Но я думаю, мы дойдем. Че, Настя? Смотрите. Божью коровку нашла. По ходу дела мы единственные туристы, которые гуляют в этом районе. Вон тут даже детские площадки в субботу днем пустые. Нет никого. Вот такая вот скромная у них набережная. Дунай. Чем-то Волгу у нас напоминает. Я как будто дома. Настя, по лестнице спускайся рядом. Но набережная такая, как вы видите, не самая чистая еще вода. Ну, я говорю точно, все как у нас. Давай хлебушка найдем. У нас нет хлебушка. Вон он ждет покушать что-нибудь. Настя кормит лебедей. А самое обидное, не знаю, что люди не думают, тут такой срач. Мусорные пакеты прямо целиком плавают. Прочие бутылки все кидают. Зацените спортзал, да? Прикольно придумали. Вон там наверху прозрачные окна. Беговые дорожки стоят. Бегаете и смотрите на Дунай. Хотя нет, если пройти немного вперед, набережная становится вполне себе нормальной. И кафешки тут есть, и рестораны, и лавочки, и все более-менее уже обустроено нормально. Так что беру свои слова обратно, тут можно погулять. Это просто мы вначале пришли на какую-то чепужовую набережную, неправильную, гетовскую. Пришли прогуляться в главную достопримечательность Белграда, старую Белградскую крепость. Форт на берегу Дуная находится. Но в принципе можно было бы сказать, что вполне себе обычная крепость. Но здесь очень такая зеленая территория, самое то для того, чтобы дети могли побегать, погулять. И о чем они еще подумали? Вот этот как раз парк динозавров тут находится. Детям очень интересно. Это не просто вот так какой-то исторический музей, такой военный, который скучный для детей. А вполне себе и родители могут погулять, и дети. У них также тут рядом совершенно, ну тут можно сказать в 100 метрах от крепости находится и зоопарк. Поэтому вот такая прогулка в крепости, наверное, будет самое то для детей. Ну и поглядите, какой офигенский вид открывается с этой крепости на город. Река Сава или Сава, я, честно говоря, не знаю ударения, как правильно. Вон там Дунай. Саша, как рычит динозавр? Еще в Сербии можете взять вот такие бесплатные туры ходить. Привет. Бесплатно ходить по городу, вам будут все рассказывать. Вот такие небольшие группы людей. А вот так происходит процесс у нас теперь усыпления Саши к дневному сну. Надо найти какую-нибудь улочку тихую и стоять, его укачивать. И только потом мы сможем по-нормальному прогуляться по городу, где-нибудь сесть покушать, отдохнуть. Спи наш спиногрыз. Да, подольше. Нам тоже надо отдыхать. Особенно маме. У нас в России есть знакомая,
Когда она узнала то, что мы едем в Сербию, она попросила ей купить одни необычные духи, точнее в необычном месте. Мы как раз сейчас туда идем. У так называемого последнего парфюмера Сербии, его так называют. Почему последнего? Ну, этот человек вроде как до сих пор вручную сам изготавливает и сам же продает духи. Ну, в отличие от этих всех остальных, которые с конвейера идут. И вот сейчас мы идем, ищем эту лавочку, адрес есть, где-то тут находится. Ну вот мы и пришли в эту лавку. Посмотрите время работы. Обед с часу до 4. Какой он? Ленивый. Да. В общем, Ненет, это его имя, может подобрать вам духи под ваши рекомендации. Все, что вы напишите. Вот Насте подобрал, пока ей не понравилось. На, нравится? Нравится. Берем. Good one. Еще такие же мне, да? Ну, очень такая своеобразная лавочка, интересная. Такие же мне можно? Это мы Ире покупаем. Еще такие мне. И вот такой вот пузырек маленький стоит всего лишь 300 динар. Примерно 300 динар. Смотрите, какие необычные часы на доме сделаны. Наверху те красные полоски показывают часы. 3 часа дня. Ниже минуты. Сейчас 23 минуты. Еще ниже секунды. Какая-то надпись «Борьба за правду». Первый раз вижу такие часы. Настя не может пройти мимо ни одного магазина. Все надо смотреть. А сейчас ты что смотришь? Утюг. Зачем нам утюг? Пошли. Я понимаю, что ты все хочешь. Давай, избаловалась ты. Пошли. Когда Настя вырастет, она будет, наверное, вообще капец каким шопоголиком. Ни один магазин не проходит. Платье, все подряд трогает. Настя, пошли, не трогай. Мы только что сели в кафе, так, попить кофе, мороженое съесть. И они, кстати, каждому кофе приносят стакан с водой. И с огромной вероятностью воду, которую вам принесут, будет водой из-под крана. Че, Настя, как тебе водиться? Не потравишься? Ты все кривляешься, что ли? Че, Светлана, расскажи, как тебе путешествовать с 2 маленькими детьми? Настя уже не маленькая, с ней легко. Ходит куда и мы. Если что, дашь телефончик, посидит, поиграет в кафе. Сашка как вертолет. Сашка как вертолет. Только успевай следить, как бы на дорогу к машинам не выбежал. Магнитик не взял, кружку не разбил, стакан тоже не разбил. Бабушку надо брать с собой на такие отдыхи. Надо. Хорошо, когда только спит. И то думаешь, надо быстрее все скушать. Спокойно. Ты просто слишком много путешествуешь. По 10-12 стран в год. Я думаю, если путешествовали раз-два в год, не успевал бы ты так уставать во время поездок. На море легче. С мелкими. Смотрите, кино какое-то снимает на улицах. Не знаю, как выглядит Эмир Кустурица, но будем предполагать, что это он. Мне так интереснее думать. Прошел 1 час, как я был на этой улице, а они все еще тут стоят и снимают, по-моему, ту же самую сцену. Я не знаю, сколько дублей они делают. А я еще иногда бешусь, что мне приходится по 2-3 раза свои переснимать для YouTube. А еще во многих домах в Сербии, посмотрите на окна, на эти жалюзи. Вместо занавесок, штор точнее, очень многие люди используют вот такие вот жалюзи, которые полностью закрывают окна. На том доме вдали, на этом. Много где такое. ЦСКА, привет. Погода, говорю, классная. Вроде уже осень. И воздух такой осенний, но теплый. Суперская погода. В этом парке, в который пришли погулять, посидеть, девчонки играли, узнали, что Настя из России. Сразу же подошли, начали что-то говорить, учить сербский язык, русский язык. Детям всегда проще как.
нравится, Слав? Вход на одного взрослого и на одного ребенка в зоопарк Белграда стоит 500 динар. Довольно-таки дешево. Вот совсем близко, да, пришла. Ну и несмотря на то, что зоопарк довольно-таки такой простой, небольшой, маленький, нет такого огромного количества животных, как, допустим, в сингапурском зоопарке. Но все равно погулять тут детям очень-очень даже интересно. Смотрите, как близко находятся вот тут животные некоторые. Вот. Можно дотянуться рукой при желании. Дотянешься. И так как Белград находится, ну не знаю, что-то типа холма, не холма. Здесь много-много улиц, вот такие вверх-вниз идут, поднимаются. Не прямые. Да, здравствует отечественный автопром. Сербские номера. Ну а мы только что взяли в аренду вот эту машину. Вот такой, можно сказать, ну да, вроде новенький. Новенький Мерс, Ешка. Стоит 20 тысяч динаров на одни сутки. Можете еще дополнительно купить за 10 тысяч динаров страховку, которая будет полностью все покрывать. Но это уж на ваше усмотрение. Ну сейчас прокатимся по стране, посмотрим, что тут и как. Так, заедем на заправочку. Смотрите, Лукойл. По всей стране Лукойл и Газпром. Я говорю, чувствую себя, как будто я по России еду. Какие цены на бензин? 95-й, 161 динар. Дизель 164 динара. Я смотрю, в Сербии любители левой полосы, так же как в России при свободной правой, и едут кое-как, еле-еле. На трассе также продают фрукты, овощи, но цены примерно плюс-минус такие же, как у нас. А вот это вот стоит очень интересная штука. Местная сливовица, видите, там даже внутри фрукт плавает, раке. 9 евро, она сказала, стоит такая бутылка. Зацените, что я нашел на заправке. Аленка. Наш бренд. Поможем отечественному производителю. Ну а мы только что приехали в городок, который называется Новый Сад. Ну я бы даже не сказал не городок, город. Вполне такой большой город. Многоэтажки и все тут есть. Прогуляемся по городу, покушаем какой-нибудь еды. Посмотрим местную архитектуру. Хотя, насколько вот мы уже прогулялись по городу, она не сильно отличается от Белграда. И по поводу ресторанов и кафе. Вот мы уже в Белграде это проверили вчера. Но и не только в Белграде, во многих городах и странах мира такое отношение есть. Вот чем более центральное кафе или ресторан, тем, скорее всего, хуже будет обслуживание. Персонал будет более такой избалованный, если можно так выразиться. Более наглый, ленивый. Качество обслуживания будет не очень. Мы, например, когда вчера сидели, нам принесли счет. И официант прямо при нас от руки взял ручку и подписал в счете снизу 10% чаевых. И приплюсовал. Ручкой прямо дописал. То есть он сам за нас решил, сколько мы ему должны дать чаевых. Разумеется, после такого отношения он ничего не получил. Но это немножко перебор, так нельзя относиться к туристам. Я не думаю, что он, наверное, так поступает точно так же с местными. Настя, куда хоть ты села-то? Ты ляля, что ли? Дюдя-дядя. Разучилась говорить. Давай, коляску сломаешь, вставай. Глядя вот на эти все дома, у меня такое ощущение, что я нахожусь дома. У нас где-нибудь в Ярославле. Еще один прикол в Сербии. Я вчера ходил в магазин, взял себе бутылку с пивом, стеклянную. Когда я пришел на кассу, продавщица меня спросила: вы тару сдавать будете? Я сначала не понял. Короче, в итоге у них оказывается, если вы что-то покупаете в стеклянной бутылке меньше полулитра, вам надо сдавать бутылку пустую. Если вы этого не сделаете, то к вам дополнительно к чеку прибавят примерно, вот мне прибавили 20 динар за бутылку. То есть за само пиво я заплатил там не помню сколько. И еще сверху 20 динар. Это на наши деньги сколько? Сейчас примерно 15 рублей. Вот такое напоминание из советского прошлого у них. Ну что, Настя, ты в Новом Саду не можешь пройти мимо ни одной лавочки. Все надо посмотреть, потрогать. И кому только это счастье достанется, когда она вырастет. Бедный муж. И меня на кофе подсадили тоже. Пью чашек по 5-6 в день. Да. Вот такие они сербы. Вот так вот, Санька, все.
На руках не хочет сидеть. В коляске тоже. Вырывается. Вот так. А отпустить его, так он будет на одном месте стоять. И мы никуда не уйдем. Будет бегать в какие-нибудь дворы. Тяжело тебе с ребенком путешествовать? Но ничего. Настя, веди сюда. У нас осталось еще 120 стран. Но мы тем временем соскучились по нормальной, в кавычках, российской еде. Заехали в Макдональдс. Что у них по ценам? Биг Мак. 320 динар. У них на туалетах до сих пор еще требуется пароль, который надо получать на кассе. Ну и в Сербии точно так же, как в Боснии, очень популярны вот эти пекарни. Может быть, не так популярны, как в Боснии, там на каждом углу, но тоже очень и очень много. Тоже различная выпечка, очень вкусно пахнет свежим хлебом. Но какие цены тут в среднем? 30, 50, 60 динар. Hello, this one. One. Вкусненько сосиса в тесте. Да, Саш? Молчание – знак согласия. Раз ест, значит вкусно. Что мы можем посоветовать тем, кто собирается в Сербию? Если вы Ну, это не только к Сербии относится, это вообще, в принципе, можно сказать, про любую страну. Если вы приезжаете куда-то, скорее всего, это будет столица, то не гуляйте только по туристическим вылизанным улочкам. Ходите по окраинам города. Берите машину на прокат или на поезде, путешествуйте по стране. Так путешествие будет намного более запоминающимся, намного более интересным. Что смотреть вот эти памятники, которые в центре, где там разводят туристов, если можно так сказать, доят их по максимуму в кафешках, сувениры. Это так, скучно. Куда интереснее гулять вот по таким улочкам, смотреть, как живут просто люди. А оказывается еще то, что Сербия является крупнейшим экспортером малины в мире. Почти вся малина в мире экспортируется из Сербии. Прикольность такой маленькой страны. Насколько вот мы не катались сейчас по стране, прокатились, нигде не видели малину. Ни в одном ресторане тоже ни разу ни одного блюда из малины не встретили. Забавно. А в городе Новый Сад работает, я не знаю, в центре или по всему городу, еще не успели проверить. Бесплатный Wi-Fi, интернет. Менячница. В общем, это так называемые обменные пункты. Они тут находятся через каждые, наверное, 100-150 метров. И здесь курс, если там сравнить с банком, намного более выгодный, чем в банке. И постоянно очереди стоят, люди что-то меняют валюту туда-сюда. Тоже чем-то мне напоминает то, что у нас было лет 10-15 назад. Ну что, друзья, наше путешествие по Сербии подошло к концу. Довольно-таки интересно прокатились по стране, погуляли по столице. Если вам понравилось это видео, не забывайте поставить лайки. Ну и, конечно же, если еще не подписаны, то подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Пока-пока. Ссылочка внизу в описании. Ставьте лайки.